Всем привет! Итак, сегодня у нас завершающее видео о замере напряжений на разъемах оперативной памяти. Сегодня у нас DDR3. На данный момент это крайняя, как сказать, оперативная память. Уже, конечно, выпущена DDR4, но она находится буквально в стадии еще проектирования, финального тестирования, и в широкой продаже материнских плат с поддержкой DDR4 еще нет. Поэтому DDR3 еще must have. Итак, что мерить, где мерить, куда тыкать. Как обычно, берем наш мультиметр, устанавливаем на предел измерения 20 вольт постоянного напряжения, черный щуп в черную дырочку, запускаем материнку. Запустилась. Итак, так же как у DDR2, у DDR3 240 контактов. С 1 по 120 здесь и со 121 по 240 здесь. На этой материнской плате, увы, не отмечено, где первая нога, где какая, где последняя. Но это очень несложно посмотреть, судя по вот этой надписи. Обычно, как правило, даже в 100% случаях пишут вот на месте этого ключа напряжение питания памяти. Здесь у нас 1,5 вольт. Как я говорил в прошлых видео, напряжение питания DDR 1,5 вольта. Вот, вы это видите. Все соответствует. Вот это также является ключом. Итак, где первая ножка? Первая ножка у нас, как обычно, вот здесь. Это крайняя левая нижняя нога. Затем идет от 1 по 120, от 121 по 240. Итак, какие напряжения и где мерить? Напряжение питания 1,5 вольта. Измеряем на 170 либо 51 ноге. На самом деле контактов с напряжением питания больше, но принято измерять вот на 170 или 51 ноге. Где их искать? 170 нога у нас находится вот здесь. Это вторая верхняя ножка от вот этого выреза. Замыкаем и смотрим. 1,5 вольта. Все соответствует норме. 51 нога. Это у нас третья снизу. Опять же. 1,5 вольта. Все правильно. Есть еще несколько выводов, но они все параллельны, на них подается одинаковое напряжение, поэтому если хотя бы есть на одном из этих выводов напряжение, то соответственно будет и на других. Все нормально. Это было напряжение питания. Дальше. Напряжение опорное. Опорное напряжение подается на первую ногу и на 67-ю. Можно мерить на первое. А опорное напряжение, как и обычно, равно половине рабочего. Смотрим. 0,75 вольт. Все четко, как в аптеке. Далее. Напряжение питания микросхемы SPD. Оно подается на 236 ногу. 236 нога у нас будет 4 от 240. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4. Смотрим. 3-4 вольта. Все нормально. Как я уже говорил, напряжение питания SPD это в довольно широких пределах меняется, там от 2 до 3 вольт, неважно. Но эти напряжения есть. И последнее напряжение. Напряжение терминации. У DDR3 памяти отсутствует внешняя терминация. То есть, как вы видите, по сравнению с материнскими платами на DDR2 памяти и на просто DDR, здесь отсутствуют терминирующие цепи. Сама терминация осуществляется в оперативной памяти. Вот вы можете заметить вот эту цепь на оперативной планке. Это есть элементы терминации. И поэтому непосредственно на контакты разъема подается так называемое напряжение терминации ВТТ. Где его мерить и сколько там должно быть. Если вы помните напряжение из прошлых видео, напряжение терминации это также половина рабочего напряжения, то есть 0,75 вольт. Оно подается на 120 и 240 ногу. Благо искать их долго не нужно, 120 нога у нас крайняя и 240 у нас крайняя. На них должно быть 0,75 вольт.
Смотрим. Есть. И здесь тоже должно быть. И здесь есть. Они также запараллелены обе ноги, поэтому если хотя бы на одной из них есть напряжение, то будет и на второй. Что же, здесь все четко, все напряжения в норме, все есть везде, просто отлично. Ну что же, на сегодня все. Это было последнее видео из обучающих материалов по замере напряжения на оперативной памяти. Дальше, возможно, мы покажем, где мерить напряжение на слотах PCI, напряжение на процессоре, северных и южных мостах. Но это будет со временем. Так что подписывайтесь на наш канал, дальше будет интереснее.